Генераторы — это, возможно, самая опасная локация с точки зрения лора Stalker 2. Тут происходят непонятные вещи, постоянные нерегулярные выбросы и не только. Впрочем, основная особенность этой локации в том, что здесь нельзя за один раз обыскать все тайники, потому что пути за варту и за искру отличаются. Вы посещаете разные локации и к генераторам подходите с разных сторон. Іди до представника. Ми дуже близькі до мети. Вот почему этот выпуск разбит на две части. В первой мы ищем тайники за Шрама, а во второй за Коршунова. Итак, проходим за Шрама, и наш путь стартует за столовой Зустрич. Казалось бы, мы находимся за локацией Припять, но на самом деле это хорошо подготовленный участок, в который мы должны попадать только по сюжету. Вот почему он так искусно огражден всякими препятствиями по типу радиоактивного транспорта и колючего забора. Конечно, вайб, когда ты ходишь за локацией Припять, не передать словами. Такое ощущение, будто ты открыл что-то секретное, что ты не должен был найти. Но корпусовцы могут сколь угодно ограждать мертвую долину от других сталкеров, но мы все равно туда попадаем. И тут мы сразу можем найти кучу оружия. Оставлено оно здесь, конечно же, специально на случай, если вы подошли абсолютно голыми, без качественного оружия и брони к этой очень стрёмной и опасной локации. Так вот, у всех этих жмуров у радиоактивного автобуса будет крутое оружие. Среди оружия, которое может выпасть ВС Винта, М701 Супер и другие. Правда, состояние будет не лучше желтого. То есть такого идеального оружия вы здесь не найдете. Ну, по униформе они похожи на МСОПовцев, но у них у всех позывные, как у корпуса. Давайте будем называть их военсталкерами. Это дань уважения билдам, может это и не точно, но звучит прикольно. Я стараюсь сделать этот выпуск без спойлеров, но некоторые тайники все равно к ним ведут, поэтому, внимание, далее будет небольшой спойлер. В Мертвой долине мы найдем легендарного сталкера, Отшельника. О том, что он находится здесь, мы можем узнать из его КПК. Я подробно освещал вообще всю историю этого персонажа и в Чистом небе, и во втором Сталкере. Ссылочка будет где-то здесь. Всего в игре будет 3 записки Отшельника, и из первых 2 записок мы можем понять, что он отправился в Мертвую долину. Но как нам самим туда попасть, в записках не рассказывается. Это мы уже должны понять сами, исследуя игровой мир. Также обращу внимание, что рядом с Отшельником лежит декоративная бутылка водки, уже выпитая, и его фотка в детстве. Далее наш путь обрывается вплоть до самих генераторов, никакого лута не будет. А вот рядом с ними будет вот такой зеленый ящик с патронами. Теперь просто следуем дальше по сюжету в подземную лабораторию, находящуюся под генераторами. Тут будет вот такой спуск вниз, и рядом с лестницей будет летать аномалия Тесла, которая атакует нас, даже если у нас на поясе нет артефактов. Да, это довольно бесящая аномалия, может не такая, конечно, стрёмная, как хлопушки, но тем не менее. Если мы оказываемся на пути следования Теслы, то даже не спасет отсутствие артефактов на поясе, она все равно ужалит Скифа, если он двигается слишком быстро, либо если он находится в минимальной близости от аномалии, то она нападет на Скифа. И факт отсутствия артефактов на поясе на это не повлияет. А ведь тут спрятано прикольное оружие, прямо рядом с этой Теслой. Это тайник, это не просто там оружие с трупа. Но для начала мы можем зайти чуть вперед, за решетку, и обыскать вот этот стеллаж. На металлическом стеллаже будет чутка патронов. Вот, патроны забрали, а теперь идем к Тесле. Тут важно сделать все быстро. Прямо рядом с лестницей будет валяться интеграл. Правда, немного в убитом состоянии. У меня было состояние около 70%. То есть, скорее всего, будет то же самое и у вас. Интеграл, но в желтом состоянии. Тут главное быстро спуститься вниз к проходу в двери. И также быстро оттуда добраться до лестницы, забрать интеграл. Ну, либо сделать это за один раз по пути. А уж насколько это крутое оружие на такой поздней стадии игры, это уже решайте сами. Моя задача показать все тайники. Единственный чистый тайник за Шрама, вот который отображается на карте,
будет как раз в этой подземной лаборатории. Ну, не долезая немного до нее по лестнице вниз. Тут будет вот такой выступ, в углу которого будет валяться дорожная сумка. Тут просто нужно разбежаться хорошенько и перепрыгнуть на ту сторону. Тайник, в принципе, очевидный. Мы проходим мимо него по сюжету, но он отмечается на карте. И это единственный тайник Зашрама, который отмечается на карте. По крайней мере, версии 1.0. Но если вы думаете, что там вас будет ожидать что-то ценное, экзоскелет, гаусс-пушка, то оставьте надежду всяк сюда входящий. Тут будет просто пара аптечек и немножко дроби, да и все. Видимо, именно за этой бутылкой водки в дорожной сумке Скиф лез в эту лабораторию нейропрограммирования. Шанс на дистанційне під'єднання до генераторів з X11 ми вже проїбали. Тож лишається шукати спосіб, як дістатися туди навпростець, тобто через мертву долину. За Варту путь на генераторах другой, и тайников побольше, и мест всяких. И вообще вы проходите по другой стороне локации. Вот почему вы не можете обыскать всю локацию на тайники за один раз. Это невозможно. Даже с читами в некоторые места вы не попадете, потому что там запертые двери, только ноклип придется использовать. Разве что так. И это такой не то баг, не то фича, потому что за одно прохождение у вас может быть 3 метки на карте. 3 тайника на генераторах. Но вы сможете обыскать только 1, ну либо 2 тайника из 3. Так вот, если вы играете за Коршунова, вы будете проходить через бункеры ученых. Это сюжетные места, и это единственный путь, как попасть к генераторам за Варту. Там будет куча ящиков с патронами и огромное, просто огромное количество еды. Целый склад из деревянных ящиков с едой. Но это чтобы вы уже точно не умерли с голоду на генераторах. Жирно, потому что за Шрама еду мы могли найти только-то у отшельника. Ну, если не учитывать там монолитовцев, с которыми придется воевать, но они будут позже. Но за всей этой едой и патронами я хочу обратить ваше пристальное внимание на один интересный факт. В этих бункерах вы сможете найти комбез SSP-100 «Открытие». Это важный тактический момент. В чем он заключается? Если вы играете за Варту на генераторах, то вам придется проходить через аномалии. И эти аномалии будут наносить вам значительный урон. Урон вашей броне. И потом, перед встречей с боссами, особенно если вы играете на ветеране, это станет огромным ухудшающим обстоятельством. Оно значительно усложнит вашу игру. И вы потратите кучу сил и нервов. Просто потому, что ваша броня будет убитой. Так вот, чтобы этого не произошло, вы должны обыскивать бункеры ученых, которые вам попадаются на пути, подбирать оттуда SSP-100 «Открытие». Они в идеальном состоянии. В первых 2 бункерах эти комбезы, скафандры будут в идеальном состоянии. И именно их использовать перед тем, как проходить аномалии. Чтобы дамажилась SSP-100 «Открытие», а не ваша основная броня. Вот почему они здесь оставлены. Эти комбезы легко упустить, потому что мы обычно обыскиваем основную часть, а вот так на стену мы не смотрим. Но не делайте так, обязательно забирайте эти скафандры, они упростят вам жизнь. Висят они у разбитых шкафчиков, и это возможно даже отсылка на янтарь из Тени Чернобыля. Потому что в Тени Чернобыля тоже висел такой комбез ученого напротив Сахарова, в таком же шкафчике. Но мы не могли его забрать, это был просто декоративный костюм. А тут как бы шкафчики разбиты и герметизация нарушена, поэтому мы можем спокойно лутануть научные скафандры. Никто нам не мешает это сделать. То есть вот такой тактический момент. 2 комбеза SSP-100 «Открытие», по одному в каждом бункере. Кстати, ко второму бункеру, как вы могли видеть, путь вообще сложный. Там выброс начинается. И вам нужно очень быстро добежать и успеть попасть внутрь, иначе будет наноситься урон скифу. Кстати, это хорошая вещь, что скиф не умирает сразу, как только начался выброс, что постепенно все это происходит.
Сначала поменьше, помедленнее хп отбирается, потом посильнее, и вот так оно нагнетается до определенного момента. А благодаря этой фиче я успел за 2 минуты добраться до укрытия. Отличие третьего бункера ученых от двух предыдущих в том, что тут комбез ССП-100 открытия будет валяться уже на полу, в полностью убитом состоянии. Я знаю, почему это так, но не хочу спойлерить, додумайтесь сами. Фишка в том, что здесь, возможно, он пригодился бы больше всего, потому что как раз за этим бункером следует участок из нескольких химических аномалий. Нам нужно будет пройти по эстакаде к генераторам, а вся эстакада и трубы у нее заполнены газовыми облаками. Это так называемые химические испарения, идущие из труб. Тут опять-таки вспоминаем за предыдущие бункеры. О, та броня, которую вы там нашли, как раз для этого случая. Потому что в третьем бункере мы найдем совсем немного медицины, совсем немного патронов и даже еды будет меньше. Третий бункер разворован и там по сути же ничего ценного нет. Верхняя часть эстакады заполнена мыльными пузырями, которые разрываются, если кинуть в них болт или гранату на несколько вот таких мелких пузырьков. А если этого не делать, то они вообще наносят большой урон. Но теперь переходим к тайникам на карте. Завар тут 2 тайника на генераторах, которые отмечены на карте. И они находятся рядом друг с другом. То есть разрабы не стали там особо париться и заспавнили 2 тайника в кучу в одном месте. Так вот, первый тайник будет валяться в дорожной сумке в кабине крана. Тут достаточно просто спуститься вниз по лестнице, и вы сможете ее лутануть. Ну, конечно, чуток натовских патронов, это еще куда ни шло, но одна аптечка и водка, это ни о чем. Но не спешим покидать этот надземный переход, и там в углу, прямо под одной из установок, будет валяться синий ящик. В этом ящике повышенный шанс спавна редких патронов, снайперских, пулеметных, еще может быть каких-то, может даже и натовских. Также тут повышенный шанс спавна нескольких аптечек, не одной, а там, скажем, 3. Тоже ж не спешим покидать это место, спускаемся вниз, в самый низ на землю, и там у вагона будет несколько ящиков с патронами. Вот в этом месте у контейнеров будет сразу 2 зеленых деревянных ящика с патронами. В них могут выпасть автоматные патроны, дробь, возможно даже для пистолетов, пулеметов. Но тут уже рандом.
Но вот чутка патронов в них вы сможете найти. Также еще один зеленый ящик с патронами будет у самого вагона. Дальше уже желательно не идти, потому что там радиация по скрипту убивает, какую бы броню вы ни надевали. Видите, рандом, поэтому мне тут попались вот пистолетные патроны на генераторах. В центре управления генераторами, это пока что еще наземная часть, еще вниз в лабораторию мы не спустились. Можно найти Геркулес. Ну, это опять-таки рандом, то есть, по идее, тут может попасться Барвинок, а может даже и Пси-блокада, как я понял. Но в моем варианте прохождения здесь был Геркулес. Он дает увеличение максимального веса. По пути к телепортационной версии 1.0, по крайней мере в ней, было еще два тайника. Это дорожная сумка и рюкзак. И они валялись прямо в углу в коридоре, но в них было пусто. Я не могу понять точно, это баг или это такая фича, что вот вартовцы зашли и оставили свои рюкзаки и сумки пустыми у входа, как бы забрали там, лутанули свои тайники и пошли дальше с оружием и патронами бороться с монолитовской нечистью. Может, в этом задумка. Мне тут трудно сказать. Тут будет еще такое место, где вам нужно спуститься вниз, потому что лифт не работает. Так вот, когда вы будете сверху спускаться, там будут несколько запертых шкафчиков, но к ним попасть нельзя без читов, и в них будет пусто. Учені підготують обладнання, а ми простежимо, щоб їм не завадили. Але, перш ніж усе скінчиться, слід зробити ще одну річ. Но мы продолжаем. Тут есть еще парочка неочевидных тайников. Когда вы будете идти по лаборатории, то будет вот такой участок пути. Сразу после того, как вы включаете телепорт, и через него прибывают вартовцы и ученые в зеленых скафандрах. Вот сразу после этого будете идти дальше по коридору и сможете попасть вот в такую комнату. Но для того, чтобы туда попасть, нужно сначала расстрелять дверной замок, выстрелив по нему через окно из пистолета или другого оружия. Тогда уже сможете попасть в эту комнату со скелетом, но там особо ценного ничего нет. Немного патронов в шкафчике, немного патронов в зеленых деревянных ящиках, да и все. Также еще один тайничок сможем найти уже ближе к финалу игры, когда вам нужно будет попасть в архив по заданию Коршунова. Будет тут такой вот коридор с дверями, как в тюрьме, как будто как какой-то изолятор. Если вы пройдете по этому коридору до самого его конца, то там сможете на тумбочке найти АПБС с увеличенным магазином. Второй такой АПБС в игре. Есть еще один пистолет Стечкина с увеличенным магазином. Его мы можем найти по заданию Щербы. Он будет валяться в тайнике в укрытии у холма. Как-то так. Или хранилище на холме. Как-то так называется локация. Но в нее мы попадаем внутрь, вот в тот бункер, только по заданию Щербы. В другом месте такой же ПБС мы уже сможем найти только ближе к финалу игры. В общем, вот такая локация генераторы. Посмотрели все основные тайники. Лабораторию я уже не стал разбирать, потому что там и не тайники, в принципе, они вам по пути встречаются, вы их все равно найдете. Есть, конечно, свои моменты тут, есть тактические моменты, как ССП-100 открытие, которые надо подбирать, чтобы не наносился урон вашей основной броне. Но это уже все такие мелочи, мы их разобрали. Мистическая локация, людей почти нет, но, как вы видите, когда-то они там были, потому что тайники есть. Да и по ходу сюжета вы все равно кого-то там встретите.